Что ждет путников в дороге? Много чего. И как это ни странно, но каждый водитель, по крайней мере 80%, соблюдают приметы. Особенно те, кто едут по самой опасной трассе Оренбург-Орск, именуемую в народе как трасса М5. Не весь путь вызывает страх у водителей, а определенный отрезок – Саринское плато. Да и рядом расположенный поселок Сара является необычным. Честно скажу, что я всегда был не из тех людей, кто верит в такие байки на дорогах. Скорее в пьяных лихачей или тех, кто решил не останавливаться на отдых. Много водителей засыпало на ходу от усталости и попадало в аварии. И они очень часто забирали с собой и чужие жизни. Меня зовут, а впрочем, это не так важно. Обойдемся без имен. Могу сказать только то, что я обычный водитель. Работаю на доставках по городу и области. У меня хорошая и большая машина и крутой напарник, с которым не скучно и всегда может подменить в пути. Но вот однажды случилось так, что мы оказались именно теми, которые ехали в ту самую деревню с доставкой. Мы везли мебель. Заказ был очень срочный, и несмотря на плохую погоду и не самый близкий путь, все же пришлось выезжать. Начальство на то и начальство, чтобы думать только о клиентах, а не о рабочих. Мой напарник не очень хотел ехать, но наше начальство обещало хорошую оплату за эту доставку. Вот и поехали. Все было спокойно. Мы смеялись, шутили, останавливались на перекур и перекус. Ну, знаете, как обычно это бывает. О плохом как-то и не думалось. Мы не первый раз так ехали. И вот мы остановились перекусить. Достали термосок с кофеечком и бутярики и принялись обсуждать все странности, что заметили на дороге. Множество крестов и памятников погибших на дороге. К слову, ехать нам было еще часа 4. Но голод за рулем – это профессиональное, да и в ночи кофе самое то для бодрячка. Знаешь, вот сколько смотрю и не понимаю. Дорога ровная, когда едешь в путь, машину проверяешь, но находятся же лихачи, и сколько людей гибнет. Мой напарник жевал свой бутер и возмущался. А ведь и другие из-за них-то ж, страдают. Да, жалко тех, кто просто ехал. Вот бывает, как едешь себе, не трогаешь никого, а какой-нибудь долбоящер пойдет на обгон, не успеет, так и других за собой ведь подтащит. Там по тормозам, тут уйти, и вот, пожалуйста, вылетел, врезался или попал под фуру типа нашей. А что эти машины легковые, как банки консервные? Я поэтому всегда стараюсь предугадать, только всего не углядишь. А сколько раз из-за таких сам чуть в аварию не попадал. Я помнил все аварии, хоть и не по моей вине, но все же благо летальных случаев не было. Я бы, наверное, за руль больше не сел. Во-во-во, обезьяны с гранатами. Понакупают прав, а другие страдают. Он хотел что-то еще сказать, как резко замолчал. Ты чего? Мне даже как-то не по себе стало, что ли. Да вон, смотри, кто-то едет. Фары дальники включил. Он кивнул на боковое зеркало, там действительно кто-то ехал. На трассе мы встречали машины, но в основном фуры. А это была легковушка. Машина приближалась к нам, и вскоре около нас стоял старенький москвич 412 ярко-красного цвета. Мы с напарником удивились, на такой старенькой машине и в дальний путь ехать опасно. Встанешь на дороге, а погода-то близилась к зиме. Машина остановилась около нас, из нее вышел мужчина лет 40, может чуть больше. «Привет, дальнобой!» Он улыбнулся и закурил. «Приветствуем!» – в голос ответили мы. «Мужики, а вы, чего в такую погоду-то колесите?» Медленно затянулся и посмотрел на нас и на небо.
Так это заказ у нас, мы люди подневольные, а начальству не особо важно, какая погода. Напарник усмехнулся. Да и ты, дружище, смотрю, тоже не дома сидишь. Да, пришлось и мне выехать. Погода портится, скоро будет шторм. Нужно быть очень аккуратными. Мужчина говорил так спокойно, словно это мы на стареньком москвиче, а не он. Друг, так у нас хоть фура, а у тебя в буран может и с трассы снести. Я был очень удивлен просто. Может, да. Не спорю. Да вот за вас-то боюсь. С вами поеду. Далеко путь держите? Спокойно и ровным тоном, словно он из МЧС и придется нас сопровождать. Да нет, в поселок Сары, а ты сам куда путь держишь? Я как-то начал нервничать, не знаю почему, и знаете, как в страшных фильмах магнитола стала барахлить. Ладно, сеть и радио не ловит, но у нас стояла флешка. Ты знаешь, я тоже туда еду, если успею, конечно. Сколько по времени? Подскажите, часы-то встали у меня давно. Он взглянул на свои часы, и я заметил, что вообще-то странно, что они, во-первых, действительно встали, а во-вторых, что я разглядел это ночью. Почти полночь, как-то настороженно сказал я. Мужчина стал меня немного пугать, правда тогда мне казалось, что это от его подозрительного поведения, хотя внутри меня все просто голосило стоять на месте до рассвета. Обычно я всегда слушал свою интуицию, и она меня не подводила, но этот мужик был странным. Эх, жаль, не успели. Он почесал голову, а потом сам резко предложил то, о чем думал я. А может тут побудете до рассвета, а потом и поедете. Со стороны казалось, что он уговаривает так намеком. Дорога-то и правда сегодня будет не самой удачной для поездок, и вы можете не доехать. Уже очень серьезно сказал он. Почему это? Мой напарник покосился на него. И вообще мы тебя, извини, конечно, первый раз видим, так что странно это все выглядит со стороны. Ой, так будет лучше для вас. Вы не подумайте, я вам зла не желаю. Дорога просто такая. Сами понимаете, да и вам, думаю, не захочется многое увидеть. Вот это нас насторожило. Только наш страх сделал неправильное решение, о чем мы теперь жалеем и очень. Потому что я бы все отдал, чтобы некоторые вещи так и остались для меня несуществующими. Мужик, спасибо, конечно, но мы поедем. Напарник показал мне глазами на руль, что пора сваливать от этого чудака. Ну и спасибо за совет, нам пора. Спасибо за предупреждение, мы поедем, опаздываем уже. Я отсалютовал ему, и мы тронулись. Мужик усмехнулся и покачал головой. Со стороны это выглядело как «Ой, дебилы!» и сел в свою машину. На протяжении часа он, обогнав нас, ехал впереди. Мы не торопились его обгонять, но это напрягало. А у меня в голове только и крутились мысли о том, что я увидел на часах. Просто насколько я знал, то часы останавливаются на покойниках, и он сказал, что они у него давно встали. Почему он их не заводит? Нет, я не думал, что он покойник, я же видел, разговаривал, слышал. Он курил, ехал за рулем, машина не появлялась из ниоткуда, мы видели, как он мигал фарами еще далеко от нас. Я слышал всякие истории и прочую ересь, но я в это не верил.
Задумавшись, я не заметил, как полил сильный ливень, а потом решил посмотреть на этот москвич, как резко ударил по тормозам. Прямо на дороге играли дети. Машину стало заносить, мой напарник схватился за ручки в машине и стал просто молиться. И просто из ниоткуда выскочил москвич 412, тот самый, и мы услышали голос. Газ, газ! Жми на газ! Не знаю как, но мои руки перестали меня слушаться, и ноги тоже. Словно кто-то управлял мною, я выровнял машину и набрал скорости. Дети не уходили с дороги, но и я каким-то образом все не мог до них доехать, а потом снова голос. Не останавливайся! Я вцепился в руль, а мой напарник стал креститься. Ты слышал голос? Мне было важно понять, что я не сошел с ума. Да, я это тоже слышал, и москвич пропал, а те дети какие-то такие не такие, они прыгают на дорогу. Он закричал, и я закричал с ним в голос. Странные огни врезались в лобовое стекло, а потом растворились, и там были лица, истерзанные и ужасные. Я не видел дороги, а потом этот мужик из красного москвича просто прыгнул на наш капот и стал отрывать это я не знаю даже что это, но эти лица словно пытались прогрызть лобовое стекло. Он отрывал, а они пытались скинуть его. Маленькие, но такие быстрые. Это было слишком ужасно. А потом скрежет. Кто-то или что-то царапало ногтями по боковым стеклам. Я вжался в сиденье. А мой напарник просто вопил и схватил биту. «Что это такое?» Он кричал. «Я не знаю, это были дети, я видел, а он…» Мое сердце стучало так, что я даже не слышал своего голоса. Что бы ни случилось, только не тормозите! Мужчина был изранен. А потом снова вспышка, и они растворились, словно ничего этого и не было. Но и красного москвича не было больше перед нами. Я хотел остановиться, но не стал рисковать, это было похоже на безумие. А может, нам показалось? Правда, двоим, но я не знал, просто не знал, как это объяснить. Около минут 10 мы молчали. «Я что, с ума схожу? Или мне кошмар снится?» Стуча зубами, сказал мой напарник. «Я не уверен, что мы спим. Я сам не все понимаю. Не знаю, кто этот мужик, что это за дети, может, это чья-то тупая шутка, что угодно, главное продержаться и доехать. Мы будем просто ехать и не останавливаться. Не знаю почему, но мне кажется, что если мы остановимся, то не доедем». «Согласен». Лицо моего напарника было бледным. Только мы выдохнули, как красный москвич снова ехал перед нами, а на его заднем стекле была надпись кровью: «Держитесь крепко». Мы переглянулись, ком в горле помешал закричать. Я почему-то был уверен, что сейчас будет что-то еще хуже, чем страшные дети. Он несся с такой скоростью, которая просто не могла быть на этой машине. У меня показывало почти 200. Машину шатало из стороны в сторону, ветер и ливень усиливался, а потом появилась она. Женщина, которая точно так же, как и дети, стояла на трассе и ловила машину. У меня мурашки пробежали по телу, словно 1000 иголок. Руки сводило судорогой, я боялся потерять управление. И краем глаза я увидел, как мой напарник был белее мела. Он смотрел с таким ужасом на дорогу и что-то шептал, наверное, молитву. И я в голове просто молился доехать живым и вернуться домой, к жене, к детям. Никакие деньги, премии или что-то еще сейчас уже не имеют значения. Женщина приближалась, я отчего-то понимал, что это нехорошо, совсем нехорошо, и это связано с этой трассой. Какие-то определенные точки, и все то, что я понял, что это ни в коем случае нельзя выходить из машины, и главное, не останавливаться.
Удар в дверь со стороны напарника сильно испугала. Вмятина была такой сильной, что он отскочил чуть ли не ко мне на колени. Стекло стало покрываться морозом и потом треснуло. «Гони, гони, прошу тебя, гони!» Он крикнул и сильнее сжал биту перед собой, а ногой искал арматуру. Ветер и дождь задувал в салон, я не понимал, что делать, дороги было почти не видно. Любой резкий поворот и мы улетим с трассы. И тут резкий крик. Страшная, бледная и очень разъяренная женщина пыталась залезть к нам в машину. Я ехал на такой бешеной скорости, что ни один человек бы не смог просто запрыгнуть. Его бы размазало, как варенье по хлебу об машину. Она дико смеялась и тянулась к моему напарнику. Он бил ее битой, но ей было плевать. Ее лицо словно резина принимало обратно свою уродливую гримасу. Она стала протискивать свою руку, раня ее об осколки стекла. И когда мой напарник пытался ее выпихнуть ногой, она схватила его и стала тянуть из машины. Я хотел остановиться и стал сбавлять скорость, но снова этот голос. «Не останавливайся!» Я не знал, что мне сделать, а потом эта женщина закричала. Из ее рта полилась кровь, но она не отпускала моего напарника и продолжала цепляться за него и тянуть. «Помоги мне, пожалуйста!» Он кричал, а она уже второй рукой ухватила за него и, несмотря на то, что ей явно что-то мешало, упорно пыталась влезть. Снова ее дикий вопль, и она просто срыгнула кровь на него, а потом ее глаза наполнились ужасом. И с воплем она отпустила его, запрыгнув на капот, и бросилась нам под машину. В боковое зеркало я увидел, как она вся покореженная и переломанная, мечется по трассе, смотрит нам вслед, но ее словно что-то не пускает дальше. А перед нами вновь ехал тот самый красный москвич. Мой напарник бился в истерике, пытаясь хоть чем-то закрыть окно, но кроме пакетов ничего такого не было. «Слушай, возьми пластиковую фанеру и попробуй ее вставить». Я вспомнил, что на спальном месте есть фанерка, которую мы иногда использовали как мини-столик на коленях, когда ждали долго заказ на работе и играли в карты или обедали. «Хорошо». Он стал заикаться, его всего трясло. Еле как установив фанеру, он поднял ногу, которую хватала эта, наверное, женщина, монстр, кто она, я не знаю. Задрав штанину, он просто зарыдал. Там были ужасные темно-фиолетовые синяки, кровоподтеки, осколки стекла были в крови, как и его штаны. На сиденье и на ковриках тоже была кровь. А это значит, что мы не сходим с ума, у нас не галлюцинации. Хотя после того, как я ее переехал и она встала, я стал сомневаться в своей адекватности. Что нас ждет еще? Этот вопрос крутился в моей голове. Дорогу просто заливало, а красный москвич продолжал ехать перед нами. Я не знаю, что это такое, но мы должны выжить. Я словно убеждал нас. Я хочу жить, я очень хочу жить. Он закрыл лицо руками, а потом резкий удар в лобовое стекло, и мы оба заорали в голос. Мужское лицо, но не того из москвича. Совсем молодое, и он так бешено смотрел на нас и улыбался. Его глаза бегали по кругу, и он произнес: «Я тоже очень хотел жить!» И рассмеялся. Что я чувствовал в тот момент, мое сердце словно остановилось. Руки окончательно оцепенели, и машину понесло куда-то в сторону. Ноги онемели, и мы стали сбавлять скорость. А я смотрел в его глаза и не мог ничего сделать. Мой напарник пытался меня расшевелить, но я просто замер. Он просто смотрел на меня и смеялся. Страх окутывал меня, и крик застрял в горле. Все, что я мог, это только видеть весь ужас. Я видел в его глазах, как он ехал в машине, как на него вылетела другая машина, как он улетел с трассы и попал под фуру, которая его раздавила. Как и что это было? Это была очень страшная авария.
Я вгляделся. Тела у парня почти не было, он просто смеялся и все повторял, что тоже очень сильно хотел жить. Мой напарник просто схватил руль и наступил своей ногой мне на ногу. Скорость снова стала подниматься, и тут знакомый голос. Выравнивай, я помогу. Главное, не останавливайся. Терпите, ребята, молчите и не смотрите ему в глаза. Я все слышал, но не мог ничего сделать. Мой напарник пытался разглядеть дорогу, но ему мешал этот парень. Он пытался заглянуть ему в глаза, как и мне. «Пожалуйста, прошу, я должен, я смогу!» Он повторял и старался не выпустить руль, выравнивая машину. Я хотел ему помочь, но не мог. А потом краем глаза я увидел памятник и крест рядом. Мужчина с москвича стоял там и размахивал цепями, а потом просто накинул их на этого несчастного и утащил туда. Меня стало отпускать. Я постепенно приходил в себя, когда смог пошевелиться. То снова перенял управление, напарник дрожащими руками схватился за голову. У него из носа шла кровь, а я увидел, что мои руки в крови. А потом кровь ушла, словно ее и не было. Я боялся посмотреть в боковое зеркало. Не знаю, что там было именно, но кровь на лобовом стекле давала мне понять, что все, что происходит с нами, это страшная реальность. Ливень был так, словно это был не ливень, а град. Только теперь капли дождя омывали машину кровью, а потом исчезали. Я не выдержал и закричал. Чем я провинился, что мне так терзают? Что мы сделали? Я словно сходил с ума, но боялся услышать ответа. Но я запомнил, что если не хочешь знать ответа, то не спрашивай. Трасса стала гореть и превращаться в лужу крови. На обочине возле могильных плит стояли люди, изуродованные, и все тянули к нам руки. И только красный Москвич-412 несся перед ними, а водитель в нем держал в руке деревянный крест. Они все пытались наброситься на нашу машину, а кто-то просто кидался под колеса. Но все они были в цепях. Мне казалось, что этот кошмар никогда не закончится. Что это? Мой напарник просто не верил в то, что видит. Его трясло, как при сильнейшей лихорадке. А я, кажется, понял. Это те, кто погибли тут. Я сглотнул. Мне было еще хуже от этого. Я увидел полностью от и до только одну из этих смертей, но было жаль парня. А теперь я понял, что они привязаны к этому месту. Их похоронили не тут, а поминать приезжают именно сюда, там, где так страшно оборвалась их жизнь. И значит, что и дети, и женщины все погибли такой страшной смертью. Я всегда этого боялся. Когда слышал такое в новостях или читал, то старался обходить эти новости стороной, а теперь все это настигло меня. Они хотят нас убить? А я боялся задавать этот вопрос. Я не знаю, может быть, они просто не могут успокоиться. Я просто не мог и не хотел верить, что после смерти в автокатастрофе потом происходит вот так. Мы молча ехали за красной машиной, сил почти не осталось, но теперь мы явно понимали, о чем он говорил нам. Вопрос был только в одном: кто он сам такой и почему знает, как с ними бороться. Разные мысли были в голове, но я очень хотел верить в то, что он живой человек. Если бы он погиб, то, наверное, был бы первым, кто попытался бы убить нас, и у него бы это получилось. Но какое-то сомнение сидело внутри. Как ты думаешь, кто он такой? Мой напарник, видимо, тоже задумался об этом. Я не знаю, но думаю, что он живой или обладает какими-то способностями. Он отличается как от них, так и от нас. Это все слишком сложно для меня сейчас. Я не мог объяснить все то, что видел, связанное с ним. Мне жаль этих людей, точнее их души. Я не знаю, как правильно сейчас говорить о них, но я уверен, что они не хотели такого. Напарник смотрел на каждого и ужасался. А еще я знал, что ему правда было жаль. Если бы мы могли помочь, то помогли бы. Возможно, им нужно помочь, только я тоже не знаю как.
Это было слишком, просто слишком для моего понимания. Каждый из них смотрел нам в глаза, смотрел с такой ненавистью, и каждый раз, когда они пытались приблизиться, их цепи сдавливали и душили. Они выли и кричали, отправляли нам под колеса животных, которые ударяли по машине так, что я еле удерживал управление. А потом в боковое зеркало я видел, как они вставали и переломанные скалились на нас. Дорога показалась мне просто бесконечной, а время словно не торопилось. Я помнил его слова о рассвете. Этот ужас продолжался почти на каждом метре. Кресты, памятники, венки, а где-то и вовсе ничего, только место, просто кровавое место, леденящие крики и жуткий смех. А потом я увидел, как стена ливня стала отступать, а красный москвич показал нам на обочину. Мне было страшно останавливаться, хоть никого и не было, кроме нас. И он словно это понял, на его заднем стекле появилась надпись «Я не причиню вам зла». Мы переглянулись и на свой страх и риск все же стали снижать скорость и постепенно прижались к обочине. Я не спешил выходить или глушить мотор, не знаю почему, но приближающийся рассвет вроде успокаивал. Мужчина вышел из машины и направился к нам. «Я просил вас не ехать. Почему вы не послушали?» Он не был зол, скорее расстроен. «Да ты показался нам странным, мужик на дороге и просит не ехать, мы же тебя не знаем и…» Я не договорил, снова боясь спрашивать. «Не знаем, кто я такой. Вы многое увидели». Он сам продолжил, а я кивнул. «Я тоже видел это и не один раз. Вам сегодня повезло. Обычно все бывает намного хуже». Он тяжело выдохнул. «Сейчас вы в безопасности. Можно вас кое о чем попросить?» «Да», — в голос ответили мы, страх отпустил. «Вы же едете в поселок Сары. Там живет моя мама. Можете, пожалуйста, передать ей, что я ее люблю, и она не должна столько плакать?» «Так ты тоже вроде туда едешь?» Я немного растерялся. «Не получится». Я увидел столько боли в его глазах. Он взглянул в небо. «Поехали, пора. Поедете за мной ровно до поворота на поселок». Он сел в машину, и мы поехали. Разбитое стекло, трещины на других окнах, сиденья в крови, синяки на ноге напарника и кровоподтеки. Все это было слишком ужасным, и как это объяснить, я не знал. Мы ехали еще примерно час, а потом красный москвич ускорился и словно исчез, а потом мы увидели поворот на поселок. Там стояли инспектора ГАИ. Мы остановились около них. «Здравствуйте, а вы не подскажете, а куда поехал красный москвич 412? Потеряли его из виду». Я старался говорить спокойно. «Шо?» Инспектор подавился кофе, который он пил. «Шо вы видели?» Он смотрел на нас с глазами полными страха и слез. «Простите, а что такое? Я даже не знал теперь, как реагировать». «Секунду». Он отошел к машине и что-то сказал второму инспектору. Тот достал что-то из бардачка, и они подошли к нам уже вдвоем. «Оцю машину ви бачили?» На фото был тот самый мужчина рядом с той машиной. Да, именно эта машина и водитель. Я кивнул, про себя думал, что ну хоть этот живой. «Во, посмотрите». Он достал другое фото, где была страшная авария, а рядом черный мешок. «Не может этого быть!» Мой напарник забился в истерике, он выскочил из машины, я за ним, он обошел всю машину. Ни единой вмятины, ни капли крови, ничего. Даже стекло было просто опущено полностью, и фанера тупо его заменяла. «Кто это?» Я просто уже не догонял. «Это був мій брат. Він їхав в одну злополучну ніч на машині, торопився додому.
но так и не доїхав. Страшна авария из-за погоды. Но это была странная погода. На утро асфальт был сухой, а он погиб. Вы не первые, кто говорит о нем и спрашивает, кто он такой. Только мне никто не верит на работе и думает, что я и водители придумываем. Он тяжело выдохнул, видимо, что сдерживает слезы. Не спорю, Миха, я сам не верил, пока не увидел. Второй инспектор похлопал парня по плечу. Вы видели тоже? Я думал, что нас за придурков или алкашей примут, или вообще за наркоманов. Да, так бывает очень часто, особенно когда странные осадки идут на протяжении одного участка. Но нам никто не верит, поэтому я думаю, вам тоже не поверят. Они выглядели очень подавленными, я их понимал. Все это было очень странным, необъяснимым и пугающим. Мы доставили заказ, долго думали, как ехать обратно. Честно говоря, пугало, но увидели, что многие водители и дальнобойщики выезжают, и решили узнать у них. Они нам рассказывали, что именно на этом отрезке дороги случается больше всего необъяснимых смертей и аварий, а тем, кому повезло, попадался красный Москвич-412. И теперь у всех, кто знает, есть правило – не ехать до рассвета, и дорога отмечена. Мы рассказали то, что видели, они нам посочувствовали. Кто-то не поверил, кто-то наоборот сказал, что нам повезло. Просьбу мы выполнили водителя москвича. Пожилая женщина сказала, что мы не первые, кто пришел к ней с этими словами. Доехав до работы, мы долго думали с напарником и сказали начальству, что увольняемся. Ни я, ни он, мы не трусы. Просто жизнь очень коротка и нужно ее ценить. Нам повезло той ночью, но я теперь знаю, что может всякое случиться, и я к этому не готов. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.